Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Весы. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает в нашем сегодняшнем таро-прогнозе на вторую половину месяца марта. Расклад мы делаем с 15 по 31 марта. Давайте посмотрим, какие же основные ключевые события произойдут у вас во второй половине этого месяца. Надеюсь, этот расклад вам подойдет, окажется полезным. Можете написать в ваших комментариях, насколько это видео вам подходит, насколько оно резонирует с вашей конкретной ситуацией. А также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал. Итак, первая карта у вас карта влюбленных, карта, говорящая про отношения, про партнерство, которое может иметь важное значение для вас в этот период времени. Вам нужно помнить, что решение, которое вы принимаете здесь и сейчас, в этот период времени, оно повлияет на того человека, с которым вы находитесь в близких отношениях, на ваше окружение в целом. Поэтому здесь нужно серьезно относиться к любым решениям, к любому выбору, особенно выбору, который касается отношений. Вы пытаетесь здесь разобраться, насколько совпадают ваши взгляды, допустим, с вашим партнером, с кем вы находитесь в отношениях, во всех там сферах жизни, и по пути ли вам в конце концов. То есть здесь вы принимаете какие-то решения, стараетесь принимать решения в соответствии с вашими внутренними чувствами, с вашими ценностями и опираетесь на какие-то вот такие вот вещи для вас высокие. Давайте посмотрим дальше. Дальше десятка жезлов. Десятка жезлов — карта тяжести, такого груза и желания завершить какой-то тяжелый цикл или фазу времени, да, такого, которое для вас было тяжелым, тягостным. Но это конец пути, как будто я больше не могу нести это бремя. И оно говорит о том, что что-то подходит к концу, конец этот необходим, это завершение, потому что оно вам пользы не приносит. И вы хотите от этого бремени, соответственно, от этого багажа ненужного, возможно, избавиться. Дальше есть четверка мечей, и она показывает, ну и период восстановления, он здесь отдыхает. Это период, когда вы можете остановиться, обновиться, может быть, разобраться в ситуации, посмотреть на вещи несколько так углубленно, как будто бы покопаться в ситуации, проанализировать общую ситуацию. И тут же еще и двойка кубков тоже показывает пару. Да, пару, взаимоотношения в паре, какое-то партнерство, может быть, отношения с родственной душой, то есть для вас важен здесь союз, или какие-то рабочие отношения, поэтому и десятка жезлов, да, но по двойке чаш для вас это желание выстроить этот союз крепким, прочным. Вы думаете об этом, как это сделать? Может быть, у вас здесь, если мы говорим про отношения, присутствует какая-то кармическая связь, да, может быть, если вы в романтических отношениях с кем-то здесь состоите, но в целом здесь все равно необходимость принять решение, потому что что-то тяжело у вас дается, и вам нужно прям вот разобраться, нужно вам это, как с этим быть, или как нужно дальше себя вести, чтобы эти отношения сохранить. То есть для вас важна тема пары, да, партнерства, пары в марте, особенно в конце марта, потому что что-то тяжелое, негативное у вас должно будет завершаться в этих отношениях. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще есть. Семерка пентаклей, да, как будто бы что-то не приносит радости или что-то дает меньший результат, чем вы ожидали. Может быть, вы очень много усилий во что-то вложили, в какие-то отношения, да. Может быть, вам нужно переосмыслить свои вложения в какие-то отношения, да, парные, романтические или дружеские, или какие-то рабочие отношения. То есть продолжим ли мы дальше находиться в согласии там, с друг другом или совместно работать, продолжать расти вместе, будем мы, добьемся своей цели или нет. То есть вот вы как будто бы анализируете ситуацию, думаете. И по карте Шут вот как будто бы готовы шагнуть в пустоту, во что-то новое и не боитесь рискнуть в конце марта. Не боитесь, может быть, шагнуть в пустоту и обнулить ситуацию, уйти откуда-то, что вам не подходит или не нравится, допустим, в отношениях. Да, может быть такое. А также здесь может быть решение о том, что нужно, наоборот, перейти на более серьезный этап отношений. Да, может быть, съехаться вместе или помолвку какую-то устроить. Тоже это как рискнуть, сделать шаг в новое, неизвестное для вас. Но почему-то отсюда такое чувство тяжести, да, по десятке жезлов не совсем ясно. Но давайте посмотрим, что здесь еще есть. Маг и четверка жезлов. Хорошо, да? Карта четверка жезлов, маг. Здесь в целом желание, да, скорее сохранить
сохранить какие-то важные для вас отношения, партнерские отношения. Вместе с магом у вас есть для этого все полномочия, очень много желаний и стремления. Соответственно, здесь двигаться в этой сфере своей жизни, да, развиваться как-то. И вместе с четверкой жезлов, возможно, речь идет также о принятии действительно решений о том, чтобы съехаться вместе, допустим, с кем-то жить. То есть вы здесь принимаете решение, готовы ли вы строить совместно дом, там, будущее ваше, брак, допустим, совместное. То есть такая карта, часто говорящая про свадьбу по четверке жезлов. То есть вы хотите, и решения, которые вы принимаете, они направлены на мир, на гармонию, на построение гармоничных отношений в этих партнерских отношениях для вас. То есть у вас есть для этого все возможные навыки, ресурсы, энергия, да, чтобы достигать, собственно, того, что вы желаете, хотите. И, собственно, вы этим и занимаетесь в конце марта. Да? Давайте посмотрим еще карта пятерка жезлов, борьба, пятерка жезлов и карта смерть. Ну, давайте посмотрим. В целом карта пятерка жезлов, и она здесь с десяткой жезлов перекликается, потому что, собственно, да, пятерка жезлов — это какая-то борьба и преодоление постоянных препятствий, какие-то конфликты, которые у вас могли возникать, допустим. Может быть, вы как будто бы хотите отказаться от какой-то старой версии по смерти, да, отбросить то, что вам больше не подходит, потому что вам приходилось много с чем-то сражаться, преодолевать какие-то препятствия, а вам хочется обновиться. Что-то должно уйти негативное. И здесь речь точно не о физической смерти, а здесь просто речь о трансформации вашей ментальной, духовной, о том, что вы хотите избавиться от того, что больше вам не служит, не подходит или не работает, чтобы вы могли дальше двигаться туда, собственно, да, куда вам хочется. То есть вот эта пятерка жезлов — этот источник конфликта, эти споры, какие-то мелкие ссоры, конфликты мелкие, какие-то разногласия, которые у вас могут здесь происходить. Это здесь все выпадает в таком как будто бы, да, состоянии, что вы хотите двигаться к чему-то другому, к чему-то лучшему. То есть вы хотите восстановиться, вы хотите что-то изменить в этой ситуации и измениться, да, в этой ситуации. Десятка чаш, карта принц пентаклей. Ну, карта принц пентаклей, карта десятка чаш. То есть у вас прям серьезная трансформация происходит в этой паре, в этих отношениях, очень серьезные процессы, которые у вас здесь происходят. И вы очень сильно видоизменяете, возможно, ваши отношения. Я думаю, что максимально их как-то улучшаете и преобразовываете, может быть, даже в состоянии, опять-таки, семьи, потому что выпадает десятка кубков, где вы готовы проявлять много терпения, много выносливости какой-то, чтобы сохранять стабильность, чтобы чувствовать какое-то постоянство, да, в этих партнерских отношениях, взаимоотношениях. То есть для вас они важны, вы как будто бы готовы инвестировать, дальше вкладываться в эти отношения, потому что для вас важна цель, которую вы хотите достичь с этим человеком, с этим партнером. То есть у вас, возможно, здесь вот такой медленный, планомерный какой-то, методичный, не знаю, план, который вы выполняете, план действий в этой паре. Может быть, даже вы очень много вкладываете в эти отношения, поэтому такая загруженность, как будто бы очень много стараетесь, много отдаете в эти отношения. И, понимаете, что вот я столько вложила или выложила усилий, что нужно что-то менять, да, в лучшую сторону, нужно их, может быть, видоизменять, там, в семью, съехаться вместе, совместный бюджет организовать, может быть, дом купить или квартиру совместно, да, то есть вот какие-то такие здесь планы могут происходить, потому что вы довольно долго к этому стремились, то есть очень долго к этому шли, и вот тут уже появляются какие-то результаты, какие-то ваши плоды вот этих ваших усилий, и вы можете немножечко как будто передохнуть, отдохнуть в этой ситуации, но тем не менее это еще не финал далеко, это еще не тот финал, на который вы рассчитываете, поэтому вы понимаете, что еще нужно будет постараться. Карта десятка кубков, правосудие, желание справедливости. И, кстати, может показывать тоже и узаконивание, попытку узаконить отношения. То есть, допустим, если мы говорим про брак, то поход в ЗАГС, подписание каких-то бумаг действительно может тоже играть роль. Карта сила и карта девятка кубков. Кстати, девятка кубков, карта, да, может свадьбу показывать. Карта сила.
Вам нужно быть сильными, вам нужно не бояться взглянуть правде в глаза, вам нужно не бояться здесь о каких-то своих страхах не думать. Вы можете по силе карте здесь очень многие вопросы решить. Вы можете влияние оказать на свою вторую половинку. Вы здесь очень честны будете, порядочны в отношении того, что вы делаете, и правдивы, потому что есть правосудие. Ну да, достаточно здесь хорошая карта, которая показывает на крепкие взаимоотношения, которые вы пытаетесь выстраивать. Да? Выражая свое мнение, высказывая свою правду, свои чувства, свои какие-то мысли, но при этом вы прислушиваетесь и к себе и стараетесь максимально вот как-то удачное решение принять для вас и для вашего партнера здесь. Итак, у нас такой расклад больше на отношения, наверное, получился. Для кого из вас это актуально, пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте. Буду очень признательна за обратную связь с вашей стороны. Весы, на этом с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.